новые перегородки для санузла, но из старых материалов. Если есть возможность, такой кирпич надо выкинуть просто нафиг. Сейчас задаю сам себе вопрос, почему я не сделал ее с самого начала? Друзья, всем привет! С вами Павел Сидорик, канал о ремонте и отделке. Очередная серия моего проекта о переделке хрущевки от А до Я. Здесь мы уже сделали демонтажные работы и поменяли входную дверь. Кто не видел эти ролики, обязательно посмотрите, ссылочка на них будет в описании. В этой серии я буду возводить новые перегородки для санузла, но из старых материалов. Почему из старых? Я прикинул, что если мы купим новые блоки, занесем их на 5-й этаж без лифта, также нам надо деть куда-то старые кирпичи, опять же вынести на улицу без лифта, то это получится слишком большие трудозатраты. Поэтому я прикинул, что мы будем возводить перегородки старых кирпичей, почистим их, поставим на ребро, но будем использовать хороший кладочный раствор и армировать сеткой с двух сторон. Изначально планировалось демонтировать только перегородки, выделенные красным цветом, и оставить стены санузла. После того, как была демонтирована штукатурка, оказалось, что внутренние перегородки совсем плохого качества. Укреплять их не было никакого смысла, и поэтому я принял решение разобрать и заново сложить стены санузла. Способ разбора стен я выбрал самый цивилизованный – снимать кирпич по одному и складывать в стопки, распределяя равномерно нагрузку по всей квартире. Кстати, такой способ мне понравился, так как он тихий, стена разбирается быстро, остаются целыми кирпичи, которые в дальнейшем можно использовать. При такой работе важно, чтобы был помощник, кому можно подавать кирпич. Стены нужно контролировать, чтобы они не рухнули целиком. При качестве старого кладочного раствора это вполне возможно. Весь процесс разборки стен занял у нас примерно 1,5 часа. От старых перегородок остались только следы на потолке. Сразу скажу, что эти стены не несущие, и их можно разбирать. Получился санузел с прозрачными стенами. И приличный запас ретро-кирпича 1964 года. Хватит на домик для хоббитов. Для выполнения этой работы нам понадобится непосредственно сам кирпич. Это уже чищенные стопки. Нечищенные выглядят вот так. Укладывать я его буду на раствор. Купили готовый, но можно в принципе намешать и самостоятельно. Дальше. Для нанесения раствора используется мастерок, кельма или шпатель. Перевязываться к стене я буду подвесами. Можно также арматурой. Значит, для крепления привязки можно использовать перфоратор. Я буду использовать монтажный пистолет. Он у меня появился недавно, и поэтому руки чешутся им поработать. Чтобы контролировать уровень, понадобится пузырьковый уровень. У меня еще есть лазерный. Соответственно, емкость для замеса раствора. Ну и вспомогательный инструмент типа болгарки, молотка. Также внутри можно перегородку армировать такой сеткой. И я принял решение, что после возведения перегородки буду все армировать с двух сторон фасадной сеткой. Ну вот в принципе и весь набор инструмента. Можно, конечно, обойтись по минимуму кельмой, раствором и уровнем. Но так как у меня есть в наличии весь инструмент, я буду работать как мне удобно. Начинаю с разметки. За основу беру длинную стену, к которой были пристроены стены санузла. Лазером пробиваю будущий уровень штукатурки. По этому уровню ставлю метки с одной и с другой стороны. Затем отмеряю одинаковое расстояние и ставлю лазер по меткам. Прочерчиваю линию будущей стены.
Ориентируясь на начерченную параллельную линию, при помощи лазерного осипостроителя я нахожу разметку для перпендикулярной стены и тоже черчу линию. С другой стороны делаю то же самое. Разметка будущего санузла готова. Самое главное, чтобы была правильная геометрия уже на этапе кладки. Если это учесть, то слоя штукатурки будут минимальными. Перед укладкой первого ряда поверхность обеспыливаю. Также для улучшения адгезии смачиваю пол водой. Перед началом кладки нахожу при помощи лазерного уровня и рулетки самую высокую точку, так как пол очень кривой. Самая высокая точка находится в этом месте, сюда и ставлю кирпич. Выставляю лазерный уровень, по которому буду ориентироваться. Приступаю к замесу кладочного раствора. Сначала наливаю воду, затем высыпаю смесь. И замешиваю при помощи миксера. Для выставления первого ряда раствор должен быть густой. Выставляю на раствор кирпич, который находится в самой высокой точке. Определяюсь горизонтальным уровнем будущего первого ряда. Начинаю выкладывать первый ряд на подушку из складочного раствора, ориентируясь на высоту кирпича на самой высокой точке и по плоскости на лазерный луч. Главное сделать первый ряд на одном уровне, так как перепады по полу примерно 3 см. По лучу проверяю горизонтальный уровень. Таким образом выставляю весь первый ряд. А в это время мой помощник Юра чистил мне кирпичи. Как впоследствии оказалось, этого занятия ему хватило на 2 дня. Кирпичи можно чистить мастерком, молотком, в общем, любыми подручными средствами, и известь снимается легко. Первый ряд готов, все выставлено на одном уровне. Начинаю делать второй ряд. Кто не знает, кирпич укладывается со смещением наполовину, то есть с перевязкой. Второй ряд уже идет быстрее. Далее пошел третий ряд. За полдня я успел выложить 3 ряда. Каждый третий ряд привязываю к стене. Для этого использую подвес и пистолет прямого монтажа. Можно использовать перфоратор. Такой пистолет сильно ускоряет работу. Так как кирпичное ребро неустойчив, для лучшей фиксации я максимально выстраиваю кирпич к стене. На следующий день я на работу принес еще 2 лазера, чтобы не переставлять уровень, и на каждой плоскости был свой лазер. Хорошо, что у меня есть возможность взять лишний лазерный уровень. Новый день начинается с замеса раствора. Я уже немного приловчился, но все равно не до конца. Есть много проблем. «827, мать его. Поворачивай на окно и на меня. Подводим промежуточные итоги. Что у нас получается? Значит, вообще не все так просто, как кажется. На самом деле, если бы я
вернулся назад и принимал бы решение, из чего делать перегородку, то, скорее всего, от этих кирпичей и от кирпича на ребро я бы отказался. Объясняю почему. Во-первых, сам кирпич очень кривой и разноразмерный. Причем, что без всякой логики. Во-вторых, на ребро его ставить крайне сложно, потому что, когда вы выкладываете пару рядов и начинаете пристукивать следующее, вы сбиваете нижний. Из-за того, что кирпич очень кривой, пользоваться пузырьковым уровнем практически бессмысленно, потому что вы в какое-нибудь ребро кривое упираетесь, в общем, совсем неудобно. У меня эта перегородка получается относительно ровная лишь потому, что я использую 3 лазерных уровня. Я поставил эти лазерные уровни каждый на свою плоскость. Один контролирует вот эту плоскость, вот этот красненький контролирует самую длинную плоскость. И с этой стороны еще один лазерный. Можно, конечно, переставлять, но так как я смог найти 3 лазерных уровня, я поставил сразу 3, чтобы не переставлять. И просто в момент укладки кирпича я контролирую, чтобы он не выходил за границы. Поэтому относительно более или менее у меня получается ровная перегородка. Или я просто каменщик хреновый. Если контролировать при помощи пузырькового уровня, то это все бессмысленно, потому что кирпич настолько разный, настолько у него торчат ребра, что это очень сложно. Если бы я взял блоки обычные, то я бы эту перегородку выложил за 1 день. Так, скорее всего, что у меня уйдет на перегородку из кирпича 3 дня точно, а может даже и 4. Потому что сложно выстраивать, он маленький, сложно прибивать, надо делать перерывы, чтобы перегородка схватилась. И сам по себе кирпич очень ломкий. Лучше советую, если есть возможность, такой кирпич надо выкинуть просто нафиг и купить обычные нормальные блоки, собрать из блоков ровненькую, аккуратную перегородку. Укладка кривого кирпича – процесс монотонный и отнимает много времени. Но в то же время это дополнительный опыт и можно сделать выводы на будущее. Кирпич оказался хрупким и делить его на части совсем непросто. От удара разламывается на части. К концу 2-го дня я решил сделать приспособу для резки кирпича из болгарки с подключением к пылесосу. Кирпич режет как по маслу, точно, а самое главное, что без пыли. Сейчас задаю сам себе вопрос, почему я не сделал ее с самого начала? Дальше процесс пошел быстрее, тем более, что под конец я уже приноровился и почувствовал себя настоящим каменщиком. Наконец-то я добрался до перемычки проема и смогу связать 2 перегородки в одно целое. Применил следующий прием. Просто болгаркой выпилил паз для арматуры на нужной высоте. Установил кирпичи и пропиленные пазы заполнил раствором. Вставил арматуру с 2 сторон. Она будет служить опорой для ряда кирпичей, который будет над дверным проемом. Дальше просто выкладываю кирпич на раствор. После того, как поставили перемычку, укладка стала легче, так как не надо вырезать маленькие куски. Осталось вроде бы немного, но это самый сложный этап работ, потому что обычно каменщики, когда выкладывают такие перегородки, делают помостья, чтобы работать на уровне груди. Но здесь нам резон помостья делать нет, так как перегородка одна, и поэтому я вот со стремянки сейчас выкладываю, все приходится подавать наверх, и кирпичи, и раствор. А здесь потолки в этом районе около 3 метров. Последние ряды даются легче, потому что знаю, что скоро работа закончится. Да и уровень мастерства в укладке кирпича у меня вырос. Последний ряд под наклоном. Вырезаю таким образом, чтобы оставался зазор 1,5-2 см.
Примыкание стены и потолка надо запенить монтажной пеной. Предварительно смачиваю водой для улучшения адгезии. Затем просто все запениваю. Важно это делать, когда перегородка уже схватилась. В противном случае пена может сдвинуть кирпичи. Запениваю по всему периметру. Перегородка готова. Она получилась очень крепкой. В связи с этим я решил отказаться от наружного армирования и сделать его только внутри. Предварительно стены были почищены шпателем от цементных соплей и загрунтованы. Для армировки смешал плиточный клей с цементной штукатуркой 1 к 1. Процесс очень простой. Наносите раствор на стену, равномерно распределяете по всей стене. Для работы на высоте очень хорошо помогает площадка «Сокол». Затем вдавливайте фасадную сетку и сверху все замазывайте раствором. Аккуратность тут не нужна, главное, чтобы не было больших бугров, так как все стены будут штукатуриться. Армирую все стены, кроме капитальной справа, она толстая и с ней ничего не произойдет. На нее закидываю сетку только в углы. С учетом армировки, 2 слоев штукатурки, снаружи и внутри, а также будущей плитки, общая толщина перегородки получится примерно 11-12 см. Если бы я сделал кладку в пол кирпича, то тогда в итоге перегородка была бы 16-17 см. Для такой маленькой квартиры это значительная потеря пространства, да и пришлось бы переделывать техпаспорт. Вот что у меня получилось по расходам. Это ориентировочная стоимость работы, которую я проделал. Дополнительные материалы, которые мне понадобились. Кирпич использовал старый. А вот ориентировочная смета на работу, если бы я купил новые блоки. Вот сравнительная стоимость работы и материала, если сравнивать работу со старым кирпичом и работу с покупкой новых блоков. Суммы примерно равны, так как нужно еще учитывать тот фактор, что если купить блоки, то надо еще вынести кирпич. Ролик подошел к концу. Если вам понравилось, то, конечно же, поставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, нажимайте на колокольчик. Ссылки на предыдущие ролики проекта будут в описании. Желаю всем хорошего настроения. До новых встреч!